Привет, мои дорогие девочки! У нас сегодня будет расклад, его чувства к тебе сейчас. И гадать мы будем с вами на Таро сумасшедшей луны. Давайте глянем на 4 варианта, что он чувствует к тебе сейчас. Ну что, давайте глянем. Это у нас такой будет больше экспресс-расклад, чтобы вы не остались без расклада сегодня вечером. Так, 4 варианта. И давайте глянем, какие у него чувства к вам сегодня, что у него там в голове, о чем он думает, когда вспоминает вас. Его чувства к тебе сейчас. И поехали, мои дорогие. Итак, его чувства к тебе сейчас. Первая карта. Кто выбрал первую карту? Выпала 7 жезлов. Он, девочки, сейчас в каких-то делах. На первом месте у него, конечно, решение каких-то денежных вопросов его. Это что-то на него свалилось, много работы. Или, например, в бизнесе каких-то много заказов. Ну, короче, у него сейчас много каких-то дел. И эти дела по-любому связаны именно с деньгами. Потому что он думает о том, как то, что он делает, приведет его к какому-то денежному изобилию. Это то, что у него вообще в голове сейчас живет. Сила, 11-й старший аркан. Он, девочки, думает, что он скоро будет счастлив. Он думает, что он победит все беды, будет жить хорошо, что ему придет там второе, третье дыхание, рыцарь жезлов. То есть, что он будет очень сильным, что он будет богатым. И он к этому идет. Он на самом деле пытается много трудиться. Но есть один такой момент, и он тут тоже выпал, 10 мечей. Это, девочки, говорит о том, что вот он идет тяжелым путем к этим деньгам. Они не даются ему легко. Реально нелегко, да. Он как будто бы, знаете, вот если говорить магическим языком, с одной ступени денежного канала своего, где он привык, как говорится, к определенным доходам, скажем так, он перешел на какой-то другой уровень, да, и он ему дается с трудом. Скорее всего, это могут быть какие-то неудачи, потери денег тоже могут быть, да, какие-то расстройства, и как будто его вот что-то тянет назад, не дает ему эти деньги заработать что-то, да. Может быть, какие-то это кредиты, и вот это его удручает. Может, это, девочки, долги какие-то его, да, или то, что эта работа занимает у него намного больше времени, сил, чем он даже просто рассчитывал. Но у него есть глубокая мечта, что он все равно придет к какому-то успеху. Да, он не будет супер таким богатым, да. У него вполне реальные цели. Рыцарь жезлов – это не король жезлов, это там не тот же туз жезлов, да. Когда есть какая-то такая вот мечта, когда он куда-то так очень сильно замахнулся. Нет, он, девочки, реальные цели преследует, но даже в этих реальных целях ему тяжеловато, да, и что-то может такое случаться, что мешает ему. Вот, к примеру, да, вот у меня есть один знакомый, таксист, да, и человек тоже очень много работает, вот пытается вот таксовать, короче, по 10-12 часов проводит за рулем, и его уже, короче, это гипертония схватила в жару, нету кондиционера у него в машине. И, короче, пытается так заработать очень сильно денег, да, ни у кого не просит, кстати. Но дело в том, что вот как будто что-то все время мешает, что-то случается, то там, то какой-то, то кое-что, то золотуха. Просто это слово нельзя в Ютубе говорить, его не говорю. В общем, да, пытается. Ну что, что он чувствует именно к вам сейчас? Туз кубков, он, девочки, испытывает любовь. 8 кубков, тоже любовь, любовная карта. 2 мечей, но и 2 пентаклей. 2 карты пентаклей, девочки, выпала. Хоть он и испытывает к вам любовные чувства, тут явно какие-то идут нелады в ваших отношениях, возможно, ссоры, или вот вы начинаете на него дуться, обижаться из-за того, что он там мало вам уделяет внимания и все остальное. Ну, как будто, знаете, разлад идет. 2 пентаклей, 2 мечей. Разлад или какая-то стена. Вам кажется, что он не уделяет вам должного внимания, там, или может, ну, короче, что-то не то.
вы чувствуете. И вот это вот что-то не то, это, девочки, еще один такой момент могу сказать. 2 двойки. Двойки — это подклады, девочки, ну, в магических раскладах, да. Но вам тут сделал, ну, 2 этих карты выпало. Это говорит о том, что, возможно, где-то вот на вас делают рассорку с ним, да, или не хотят, чтобы были вместе вы, и как-то вот уводят вашего мужчину. Это могут быть даже друзья. Если, например, ваш... Знаете, это очень часто случается, когда вот все привыкли, что он, например, без пары, и вдруг появились вы, да, и он пытается вас говорить, вам пытается уделять внимание, и тут начинается: ой, давай там в гараже посидим, ой, давай то, все, вот эти вот завистливые. А мужики завидуют, девочки. Всегда помните, да, что это не только женщины, но и мужчины очень сильно завидуют чужим отношениям, даже начинающимся, понимаете? Возможно, вы такая вот красивая, интересная, и вот эта вот зависть, да, гадкая такая, липкая, подлючая такая в вашу сторону идет. А это может быть такая еще и магия. Эту магию может даже вот посмотрите, кто о вас узнал, кто узнал о ваших отношениях с этим мужчиной, да, вот что вам подсказывает интуиция, потому что здесь интуиция ваша будет работать. Две карты двойки, они говорят о том, что это чувствуется. Чувствуется такое, как будто вам, может быть, что-то мешать. Но тут вот прям не кто-то, да, а вот что-то, как будто эти обстоятельства к вам притягиваются. Ну вот, что я и сказала, королева кубков – это вы, девочки, и вот он, да, и вы как будто бы не можете соединиться, потому что вот эти вот, да, у него дела, да, он чувствует к вам чувства, любовные чувства чувствует, но в то же время тут, да, кто-то пытается вот внести какой-то разлад, то есть, например, заставляет его больше работать и все остальное. Из-за чего? Из-за вас, потому что вас кто-то вот прям как знает, да, знает, что вы к нему неравнодушны. Вот еще одна двойка, это 100%, девочки, я вам говорю правду, потому что карты все говорят да, правда, правда. Когда выпадают повторяющиеся карты, это говорит о том, да, ты правильно прям те слова подобрала, говоришь. Правосудие, девочки, выпало. Тут надо будет за эти отношения с этим мужчиной посражаться, потому что может выйти дурак, он здесь и вышел, да. То есть вот специально как вот кто-то, вот не то, что вот прям супермагию какую-то делает для того, чтобы вы разошлись, да, но кто-то вот палки в колеса, иголки в куклу, да, втыкает для того, чтобы вы разошлись. И, возможно, девочки, здесь будет расход, да, удержите вы отношения, не удержите, это зависит от вашей такой вот интуиции, от вашего реально внутреннего сердечного, как раньше говорили, желания быть с этим мужчиной, да, то есть какое-то терпение, интуиция. Не показывайте никому, что на вас что-то действует, не показывайте никому свои досады, расстройства. Желательно вообще про эти отношения с мужчиной не говорить, да, потому что это может быть и с вашей стороны тоже. Но тут идет такого, что вот кто-то хочет вашего расхода, что это закономерно, что этот мужчина с вами не будет. Кто-то думает, ну все, не должно так быть. Правильно, это когда этот мужчина без этой женщины, понимаете? Вот и все. Но это тут не показывает именно, знаете, какого-то там зловредного колдуна или еще что-то. Тут именно двойками выпало. Показывает, что вот его окружение, скажем так, да, кто-то из его окружения, это вот как рядом, когда какое-то овно, да, рядом. Или там скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты, да. И очень часто, например, по жене судят о муже, типа по мужу судят о жене. Или какая пара, да, сразу создается какое-то такое впечатление. Так вот, в его окружении кто-то есть такой, который не хочет, чтобы вы были рядом с ним, понимаете? По многим причинам. Потому что он должен оставаться, типа, таким неудачником, или он должен быть одиночкой, или у него не должно быть красивой женщины, да. Ну, короче, тут разные причины есть, поэтому здесь надо за отношениями посмотреть, последить. Королева жезлов. Желательно, девочки, вот ваши тут карты пошли, такие, да. Вы какая-то даже очень неуспешная
и вы сильная, и интересно. И вот кто-то, вот как его это окружение, тени вокруг него, они не хотят, да, чтобы что-то в его жизни поменялось. Он, типа, они смотрят, он же из кожи вон лезет, чтобы денег каких-то заработать, да, а что он еще и в жизни счастливым должен быть? Понимаете? Вот это вот такая кислотность, какой-то яд такой тут чувствуется. Вот и все. Что вам делать в этой ситуации? А вам выпал 14-й старший аркан умеренности. Это такое вот наблюдение, ожидание, терпеливое, зрительское, знаете, как будто вы вот как зритель, на которого свет софитов не падает, сидите в театре, да, и смотрите на сцену, там вот эта сцена, это его жизнь, да, и он не может, и рядом его вот эти вот актеришки не могут рассмотреть вас в толпе и вычленить. 7 пентаклей говорит о том, что не показывай, да, свои настоящие чувства, не показывай, вот будь как лисичка, да, или как суслик, да, ты его не видишь, а он есть. Вот то же самое у вас должно быть в отношениях с ним, да. Его окружение не должно вас видеть, не должно чувствовать, не должно ваше нахождение вместе с ним не должно триггерить его окружение. Поэтому даже когда вы пишете ему сообщение, и у него брякает там телефон, пип-пип-пип-пип, да, вы там понимаете, что вы пишете, например, только ему. А кто рядом с ним? Кого триггерит этот звук приходящей смс-ки от вас, понимаете? Поэтому присмотритесь, понаблюдайте, кто, где, чего. И желательно вот эта вот такая тайна, она должна существовать по отношению к этим теням из его окружения, которых вы триггерите. Понимаете? Вы триггерите, потому что королева жезлов выпала и королева кубков. Это красивая, успешная и классная. И просто кто-то не хочет, чтобы успешная, красивая и классная была рядом с этим вашим мужчиной. Вот и все. Но давайте посмотрим, а именно какие у него чувства к вам. Какие у него чувства к вам? Любовные девочки, вы ему очень сильно нравитесь, это как минимум, да, и он бы даже и денег бы вам хотел бы давать. И вот опять 3 мечей, 21 старший аркан, колесо фортуны. Он верховная жрица. Понимаете, чем хитрее вы будете себя вести, тайнее, хитрее, как будто, знаете, такая дымка, да? Или туман, может быть. Верховной жрицей вы выпадаете с колесом фортуны. Вы для него вот такой вот, знаете, золотой червонец, золотая какая-то монета, да? Не черная метка, а золотая монета, которую хочется держать в руках, которой радуешься, как какой-то удаче, которая свалилась на твою голову, да. Вот что он хотел бы чувствовать, и он это чувствует, но у него не хватает именно сил, вот прям душевных сейчас, особенно, когда он через деньги идет. Он даже и не верит, да, что с ним может кто-то быть такой красивый и хороший, как вы, понимаете, кисочки мои. И вы можете, реально, вы появились в его жизни, чтобы реально принести ему удачу, понимаете? Но тут еще такой один момент есть. Колесо фортуны, 21 старший аркан мира выпали, но перед этим, когда вы выпадали простой, скажем так, женщиной, да, простой девушкой, то получалось 0 старший аркан дурака, что вас могут развести, да, вот эти вот обстоятельства могут быть сильнее вас. А если вы будете вот этой вот тайной, интимной, загадочной, эзотерической, да, терпеливой, такой вот вибрирующей, посылающей волны своей этому мужчине, то, девочки, вы выиграете. Но учтите, что он такой вот, у него есть к вам чувства, но надежды как будто какой-то нет у него. Вот такой вот первый вариант. Ну что, давайте смотреть второй вариант. Его чувства к тебе сейчас. Влюбленные выпали. Влюбленные выпали вам, котики мои. Это очень хорошая карта. Очень хорошая. И давайте дальше посмотрим. Он любит, он влюблен.
но пятерка мечей выпала, но восьмерка мечей выпала и паш мечей, девочки, выпал. Вот смотрите, он сам наступил себе на хвост, он сам не понимает, что он сейчас сделает. И вас притягивает, вот то, что вы сейчас его загадали, такое ощущение, что вот это все равно карта влюбленных, она зеркалит. И в тот момент, когда сейчас вы смотрите этот расклад на него, он в этот момент думает о вас. Он думает о вас, да, его к вам тянет. Вы как магнит, который притягивает его как гвоздь. Но есть много, видите, как металла, много мечей сразу притянулось к этому вашему старшему аркану на двоих. Но пятерка, восьмерка и паш мечей обозначает, что он сейчас либо это отношение на расстоянии, и это расстояние он никак не может преодолеть, либо, девочки, вот он сам как-то может портить ваши отношения, просто потому что он, наверное, не умеет их развивать. Наверное, он там не старается для этих отношений. Это может быть ленность, взрывной капризный характер у него может быть, да, или просто очень плохое настроение. Из-за этого он делает какие-то ошибки по отношению к вам. Вот и все. Может еще обозначать, что вы в ссоре, и он очень сильно злится, но то, что вы помиритесь. Давайте еще посмотрим его чувства к тебе сейчас. Паш кубков. Он, девочки, хочет быть с вами в отношениях. Хочет. Но, как говорится, это то же самое, что он хочет ездить на красивой машине, понимаете? А ключей-то у него от красивой машины нету. Давайте еще посмотрим. Королева мечей. Вообще, девочки, вы притягиваетесь друг к другу, да? Вот что-то на уровне вне каких-то кармических даже отношений. Но в жизни все далеко не так просто, как кажется. Королева мечей и паш мечей. Когда вы злитесь, он не злится. Когда он злится, вы тянетесь к нему, да? То есть тут получается, как будто вы еще не сошлись там, как пазлы, да? Паш пентаклей, он двигаться, девочки, не будет, сразу вам говорю. Он очень сильно застрял в пажах, застрял в мечах. Почему? Он как будто бы не умеет развивать отношения дальше. Кстати, у меня тоже такой, когда как-то парень такой был, у нас такая случилась влюбленность с первого взгляда, но мы встречались именно 3 месяца, и то это больше на мне как-то держалось. И знаете почему? Потому что все, что он мог делать, это там, типа, знаешь, воспользоваться какими-то там правилами пикапа и всем остальным. Но он ни разу не был, это давно было, да, он был очень красив такой, и должность у него такая крутая была в энергетике. Короче, такой молодой специалист был. Но он дальше не мог вообще никак развивать отношения и привык бы жить вот свою такую вот красивую, скажем, жизнь, да. И он пытался, по нему видно было, что он так пытался, и я пыталась, но потом я это все думаю, да ну нафиг, это что мне там, это с детского сада надо было воспитанием его заниматься. Так вот, слишком такой, знаете, разбалованный, вот баловень судьбы, разбалованный человек. И у вас, я к чему это рассказала, да, что у вас тоже вот здесь, как будто вот его характер, его поведение, да, он и тянется к вам, и в то же время, совершенно как-то у вас раздрай какой-то совершенный, понимаете? И тут не выпало, тут выпала вот эта карта влюбленных еще сигнификатором, да, это говорит о том, что он такой, и вас тянет к нему, его к вам, да, вы как будто бы должны, как Земля и Луна, подойти друг к другу, да, но на самом деле вы как Луна и Солнце. То есть совершенно, как говорится, разного типажа люди на данный момент, понимаете? Может быть, на вас там Луна по одному влияет, на него-то по-другому, да? Может просто вот сейчас, когда он в определенном... Вот посмотрите, чем он сейчас занимается, как он сейчас живет свою жизнь, да? Возможно, именно в этот промежуток времени. Например, дома он нормальный, в командировке какой-то абы что, да? Вот что-то в нем, скорее всего, режим его жизни, скажем так,
чуть-чуть где-то изменился или не чуть-чуть изменился, да, и он не выдерживает какую-то такую линию поведения по отношению к вам, любовную линию поведения. Для того, чтобы дойти до любовных, красивых, счастливых отношений, ему, девочки, надо прям переплыть, я не знаю, что, Тихий океан, понимаете, вручную. Вот такие дела. Но красивые арканы старшие повыпадали вам. 6-й старший аркан и 11-й старший аркан силы. Это классные арканы. Это тут такие, знаете, если бы не эти другие все карты, тут могли бы сложиться просто идеальные отношения, да, то есть реально. Что-то в нем есть, то, что вам супер идеально подходит. Вот присмотритесь. Даже если вы не будете вместе с этим мужчиной, неважно, да, посмотрите на его типаж, на его возраст, на его ментальность, на его физические данные какие-то, на интим, на еще что-нибудь, да, вот что-то в нем такое есть, что вам просто идеально подходит, понимаете? Может, не весь он идеален, но вот что-то такое, что вы должны увидеть и услышать еще и в других мужчинах, чтобы понять, вот какой мужчина с вами как замок и ключик, как пазлы сложатся, понимаете? Кто тот художник, который рисует Джоконду? Ну что, давайте еще посмотрим его чувства к тебе сейчас. Король мечей, туз жезлов. Он, девочки, не готов брать сейчас никакие ответственности, особенно за вашу жизнь. Он не готов. За жизнь вас. И тут еще почему-то он присматривается еще к чему-то другому. Возможно, у вас есть дети. Или, возможно, есть какие-то такие ваши жизненные обстоятельства, про которые он тоже думает, что он за это взяться не готов. Да? Возможно, вот, например, у вас есть дети от другого брака. Или, например, вы живете вообще в другой стране, в которую он совершенно не может сейчас доехать и считает, что это тяжело. Или, тут очень много обстоятельств всяких таких вот может быть, да, чтобы он думал, быть или не быть. Вот в чем вопрос, да. Но он склоняется к тому, как король мечей, да, что вот как будто он ключ этот тыкает в замок, и как будто не подходит, но он тыкает просто так вот неправильно, рандомно и непонятно, что у него первая мысль, которая в голову приходит, что вы друг другу не подходите, да, но, а когда он видит издалека, думает, я же ключ, а на замок, я должен подойти, да, начинает тыкать непонятно так, вяло, то есть, знаете, моторику свою не отшлифовав, да, тыкает непонятно куда, и получается, вы чувствуете себя, что что-то не то, да, а на самом деле все то, просто он не попадает в замочную скважину, понимаете? И это не то, что вы виноваты, вы тут вообще ни в чем не виноваты, виноват он виноват, что он не помог, и он как будто и не хочет, он думает, что у меня должно получиться с первого этого раза, у меня все должно получиться, понимаете, вот и все. И еще какие-то его обстоятельства, именно связанные с вашей жизнью, его где-то тоже смущают на данный момент. Давайте еще глянем. Давайте еще глянем его чувства к тебе сейчас. Верховная жрица. Двойка мечей, туз кубков. Девочки, знаете, для чего даны вам эти отношения? Для его страданий любовных. Вы, как верховная жрица, даны этому мужчине для любовных страданий. И вот этот 6-й старший аркан влюбленные, это не просто любовная любовь выпала, как она выпадает в кубках, да? Старший аркан это всегда какая-то карма, какие-то кармические выяснения отношений, да? И вот вы, как верховная жрица, с тузом кубков и с двойкой мечей ему даны для того, чтобы он где-то в любви пострадал, понимаете, настрадался, пострадал, почувствовал, да, вот это вот какое-то сердце, раненое сердце свое. Давайте еще глянем. Давайте еще вытянем 3 карты, на него еще посмотрим. Его чувства к тебе сейчас. Туз мечей, отшельник, башня.
девятка мечей, девочки, выпала. Вот сейчас, на данный момент, он вот ваши отношения развивать никак не готов. Но вы где-то живете у него там в голове, в его нейросвязях, да, головного мозга, вы живете. И он как будто с вами борется, да? Он задает вам вопросы, как следователь на допросе, да, вы колитесь или вы не колитесь, он начинает от этого дергаться как-то, да, и начинает вам набрасывать еще от того, какая то не очень хорошая, да, или там, да я не буду с ней, да потому что там еще что-то, а сам испытывает страдания по поводу вас, да, то есть даже если вы вместе, не вместе, это человек, который накидывает, как говорится, козьих бобок на вентилятор, девочки. Вот такой вот. А давайте еще. Ну да, девочки, опять эта девятка мечей выпала, да, то есть ему надо сначала в голове своей какой-то порядок навести, и если вдруг он говорит вам, он может говорить вам какие-то ранящие вас слова, вы особо не ведитесь, это он сам с собой ведет беседу, то есть если он будет говорить тебе какие-то укоры, упреки, специально как будто ссориться с тобой, ты на это все не ведись, потому что он разговаривает сам с собой, он вот этого козьих бобок на вентилятор накидывает, понимаете? Вот и все. Но сейчас он такой, как, знаете, такая нежная роза с шипами и со всем таким остальным. Какая-то такая драма у него драма или драма в голове. Ну что, смотрим третий вариант. Давайте посмотрим третий вариант. Его чувства к тебе сейчас. Король Пентаклей. Ой, какой хитрец выпал. Хитрый жучок. Девочки, хитрый мужчина, который прям продумывает свое поведение. И сказать, что тут может быть очень много лжи в вашу сторону, тоже это может быть. Первая карта король лжи, понимаете? Либо, девочки, это еще может обозначать колдун, но мы сейчас с вами дальше сделаем такой расклад и глянем поточнее, что ж это такое за король Пентаклей. Он думает, как манипулировать с вами. Угу. Тройка. Короче, девочки, смотрите, если вдруг этот мужчина, вот давайте с плохого начнем, это может быть такой вот какой-то сидевший, это может быть какой-то мошенник, который, если вдруг вас, девочки, этот мужчина сегодня, завтра, через месяц вдруг, слушай, дорогая, типа, давай ты мне на бизнес одолжишь. Или, девочки, одолжите вы ему на коммуналку, на бизнес, на заправку машины, там еще на что-то, вы знаете, что вы потеряете не только деньги, но и время свое на этого мужчину. Поэтому мошенников мы тут отшиваем. Никаких денег от слова совсем не даем. И если вам в голову пришло подарить ему дорогой подарок, воздержитесь, понимаете? Потому что потом вы будете думать, а нафиг я ему вообще что-то дорогое подарила. Я об этом должна сказать, потому что здесь вот мы начали, мы говорим про мужчин разной степени важности и исключительности от 1 до 10, да? Так вот, я сейчас говорила про 0 и единичку. Это либо какой-то мошенник, сидевшая уголовная морда, как говорится, да, или это такой вот какой-то, ну, такой, короче, без работы, без кола, без двора и все остальное. Поэтому, девочки, такого не берите, потому что сядет на голову, ножки свесит. Дальше, это может быть, девочки, зарабатывающий, работающий мужчина, но он может у вас быть каким-то алкашом запойным, или таким бабником-вруном. То есть обратите внимание, что если вдруг вы у этого мужчины видите такие явные какие-то отклонения, не принятые обществом, например, заключение тюремное, или там какой-то он в наркологии в какой-то состоит на учете, или вы видите, что он алкаш, или вы видите вот это явно бросающаяся в глаза какая-то херня, мы, девочки, проходим мимо его, потому что здесь выпали растраты, связанные с ним, понимаете? Давайте еще посмотрим. Давайте других посмотрим мужчин вот с точки зрения рыцарь мечей. Девочки, этот мужчина очень похож
на мошенника. Вот я вам скажу, что это не то, что там вот этих единиц, нулей единиц, да, мужчин, то здесь большая часть, чем нормальных. Потому что здесь выпал рыцарь мечей еще, да, это мужчина, который хочет хватануть денежку. Поэтому, девочки, никаких денег вообще в ваших отношениях с этим мужчиной не должно присутствовать. Ваших денег никаких, даже если он плачет, у него, не знаю, там еще что, у него срочно там померла там баба Зина, я ее так любил, она меня воспитала, одолжи мне денег там на похороны или еще на что-нибудь. Вообще, девочки, не ведитесь, вообще от слова совсем. Я вас предупреждаю, здесь прям звоночки. Давайте дальше посмотрим его чувства к вам сейчас. Или это, девочки, мужчина, с которым вы... Ну, смотрите, вот этих шизоидов, шизофреников, сидевших, мошенников мы исключили, да? Если, девочки, у вас такой вот мужик, исключайте его полностью из своей жизни, потому что вы потом не оберетесь. Тут такие вот мечи с привязкой Луны идет, что ну его нафиг. Это как предупреждение. Но давайте про другой тип мужчин поговорим, который повыше, да? Это, если это алкаш, это будет запой. Если это, девочки, какая-то вот у него отклонение психики есть, это будет проявление этих отклонений в психике и на вас. Мечи выпали, да, в вашу сторону. Поэтому, девочки, тут какого бы мужчину вы не загадали, даже если вы не загадали вот этого вот все Г, которое я раньше про это сказала, будьте осторожны с ним, потому что вот с него вот эта какая-то чернота хочет выйти, он как будто бы хочет вырвать, но главное, чтобы не вам на груди на красивую блузку, понимаете? Поэтому вот сейчас немножко будьте осторожны с этим мужчиной, потому что вот он сейчас какой-то вот как будто из себя выдавливает какой-то негатив. Понимаете, как хочет выплеснуть вот этот негатив. Но я в начале гадания вам сказала, что здесь есть ложь и манипуляции, да. И тут, девочки, может быть, со стороны каких-то более богатых, здоровых ментально мужчин вас могут шантажировать и прогибать, да? То есть обратите внимание, а не ведетесь ли вы сейчас на какие-то манипуляции этого мужчины, потому что он может вас ставить перед выбором. Либо ты сегодня ночуешь у меня, либо мы с тобой больше никогда не видимся. Или либо ты мне даешь деньги, либо я навсегда ухожу от тебя, да? Или я умру. Такое может быть. И если это, девочки, такой вот... Это может быть колдун. Так как король Пентаклей выпал, это может быть мужчина-колдун. И что с ним сейчас происходит? Он готовится к какому-то удару, он готовится к какой-то обратке, он готовится, возможно, к каким-то ритуалам, либо к каким-то манипуляциям. Причем ритуалы это и есть тоже какие-то манипуляции в сторону кого-то, да? Поэтому, девочки, вот сейчас... желательно, чтобы вы вели себя более осторожно с ним. Если он куда-то пропал, вас заигнорил, да, пусть так и будет. Не ищите его сейчас, потому что это то же самое, знаете, как в фильмах, такая классическая ситуация. Например, он где-то исчез, и вдруг вы начали его искать, да. И вы можете его найти вообще не в приглядном таком виде и расстроиться. Но дело в том, что вот тут вот карты предупреждают, что вы вот сейчас, как говорится, не засовывали руки туда, понимаете, куда не надо. И желательно, например, немножко от него абстрагироваться, от этого мужчины. Потому что если он с вами, у него, как говорится, сейчас стрельнет эта луна. А мы гадаем на Таро, объясняю вам еще, на Таро сумасшедшей Луны, да? И поэтому тут она именно в вашем третьем варианте очень сильно так и легла 18-м старшим арканом Луны. Мечи вот эти вот все, да, это... Он может повести себя неправильно по отношению к вам, но это будут как будто бы и манипуляции, да, но очень какая-то неприятное такое вот общение, может быть, выяснение отношений. Но с чем это связано? Почему он так относится к вам? Тройка кубков. Он, девочки, хочет нормально к вам относиться.
но не может. Туз мечей выпал, да. Это, возможно, ссора у вас с этим, да, туз пентаклей. Ссора, выяснение отношений или момент, когда он закапывает в песок голову. Он может как-то повести себя некрасиво в вашу сторону или в сторону других людей, кстати. Вот вы пойдете в ресторан, он наорет на официантку, как дурачок, да, или там подерется с кем-то, или вот как-то вот может себя вообще некрасиво показать, что и вы там особо рады не будете этому всему. Я бы все-таки вот, что я могу посоветовать по этому третьему раскладу, да? Если мужчина вас заигнорил, не ищите его сейчас, да. Лучше вот занимайтесь собой. У вас тоже очень много дел. Можно какую-то книжку почитать интересную, да. Гиде Мопассана, например, да. Или там еще что-нибудь. Чем вы давным-давно откладывали заняться, и займитесь. Можете пойти себе. Сейчас классное такое время. Мы сейчас гадаем с вами в августе. Сейчас распродажа, девочки, да. И хочется какое-то себе платьишко, сарафанчик. Да. Сейчас очень много таких. Ну, короче, почему бы и нет, да? Заняться своими какими-то делами, потому что он сейчас вот прям как дракон здесь выпал на тузе пентакли, да, и он реально сейчас себя ведет как такой вот дракон огнедышащий. Хорошо, а давайте посмотрим еще. А если это мужчина из высших, как говорится, сил? Девочки, он сейчас занят какими-то своими такими черными делами все-таки, да. Это либо бизнес не совсем законный, либо уход от закона какого-то, может быть, да. Это может быть что-то и с военными действиями связано. Поэтому, вот смотрите, сейчас о любовных чувствах говорить по этому третьему варианту сложновато, потому что мужчина, он как хамелеон, вот, например, хамелеон брачующийся, он, например, какого-нибудь красно-розового цвета, но он сейчас не такого цвета, его аура, она такая, знаете, темно-зеленая, болотного цвета его аура, с черными какими-то прожилками, да, то есть как человек готовится к вот что-то делает, и он сам знает, что это что-то совершенно как бы такое не безобидное, да, но и вот создает вот этот омут какой-то, омут. Желательно выпрыгнуть из этого омута, если вы чувствуете, что омут создается вокруг вас, да. Мы это возвращаемся к мужчинам низшего порядка, да, мужчинам из нижнего интернета, скажем так. Но если это ваш родной человек, да, ваш любимый муж и все остальное, просто, девочки, это сейчас смесь из страха, риска, упертости, колдовства, такой вот манипуляции, какого-то такого, что-то такое тягучее он, да, темное тягучее, как смола, да, или как деготь. Поэтому желательно вот сейчас от него многого такого не требовать. Можно за ним понаблюдать, как он сейчас ведет себя, да, посмотреть вот эту глубину, хоть он такой вроде бы темный, да, но вот его глубину сейчас, прям, если вы ведьма, если вы любите эзотерику, присмотритесь к нему вот с точки зрения вот этих энергий, да, какую энергию он сейчас и дает, да, как он светится сейчас, каким светом, да. Присмотритесь к нему, вам будет очень интересно. Но насчет его чувств к тебе, девочки, тут вот как таковых больших каких-то чувств сейчас нет, потому что выпал король пентаклей. А не спрятаны эти чувства. Это мужчина в камуфляже. Понимаете? Даже если он сейчас работает и в оранжевой майке ходит, он в камуфляже, девочки. И вот этот камуфляж, он ему дан и для выживания, и для защиты в этом мире. И это часть его характера, часть его проявлений каких-то. Поэтому сейчас на супер какие-то его проявления любовные не надейтесь, да, просто понаблюдайте. Он будет скрывать правду, будет, девочки, что-то прятать, скрывать. Сила и кубки пошли, башня. Паш пентаклей. Тайный дом какой-то.
Если вы любовница, и вы в любовном треугольнике, девочки, он сейчас занят тем, чтобы вас, как говорится, максимально скрыть от кого-то, да. И это, например, какая-то заначка, как минимум. Это какой-то тайный дом, тайное какое-то убежище. Вот еще выпала здесь какая-то вот такая вот тайная недвижка, да, какая-то, девочки. Ну, причем она такая странная. Довольно-таки, да? Или это даже прям какой-то колдовской алтарь выпал. То есть сейчас, может быть, ваш маг где-то работает, может быть, даже на кладбище. Или, может, у него свой алтарь есть. Или он зашел в определенный какой-то эгрегорный храм, да? То есть вот что-то такое может быть. Так что, девочки, сейчас от этого мужчины еще не требуйте никаких чувств, да, пусть он сейчас в своем этом боевом раскрасе побегает, скажем так. Потом мы уже и посмотрим, что-то как изменится, потому что оно по-любому изменится. Но он сейчас в какой-то своей задаче, да, в каких-то своих... в каком-то своем тайном ключевом моменте, понимаете? Или можно тут сказать, не буди лихо, пока оно тихо. Вот такие дела. Вот такой вот третий вариант. Ну что, давайте смотреть четвертый вариант. Четвертый, девочки. Кто выбрал мужчину? Вы выбрали рыцаря Пентаклей. Поздравляю вас, девочки. Ваш мужчина вас думает. Но он думает, что он хитрее вас. Он думает, что он хитрый, продуманный, секретный, тайный. Такой вот, сам себе на уме. Кот, который гуляет сам по себе, по ночам. Ну, давайте посмотрим еще вашего котика. А ваш котик большой и жирный кот, как из сказки «Алиса в стране чудес». Такой вот интересный. Да, девочки, это действительно кот. Мужские повадки у него кошачьи. Вот если вы знаете, как ведет себя кот, не кошка, кошка и коты, они отличаются, да, а ваш вот прям реально кот такой, да. Причем хитрый, бывалый, он видел все, и мягкие подушки на диване, и улицу он тоже видел, да. Этот мужчина у вас с каким-то даже большим опытом. Он еще и сильный интуитик, да. Вот у меня, кстати, муж, да, он тоже очень сильно интуитик. Даже если он что-то не знает, а я знаю, и я, например, в чем-то так вот прям могу быть уверена, а я смотрю, он интуитивно знает одно, ну, и действует так же, вот как со мной, когда я знаю на 100%, а он не знает на 0%, да. И ваш мужчина здесь вот в интуиции, он очень силен в интуиции. Он, короче, девочки, еще я вам так скажу, он зарабатывает деньги за счет других людей, понимаете? Это прям такой вот интересный мужчина, которому дано зарабатывать деньги на других людях. Да? То есть есть люди, мужчины, которые, вот как говорится, кузнец подкову для лошади делает, это его материальный результат труда. А ваш мужчина, он либо хороший оратор, либо он делится вот своим опытом, многослойным опытом, да, многогранным. Или он, девочки, обучается, где-то учится, и он учится именно там, где надо учиться, где он будет зарабатывать очень хорошие деньги. Это, девочки, вот у него такие вот мозги врача-хирурга, понимаете? Он классный. Ваш мужчина здесь реально классный. Из минусов, знаете, есть такое выражение, мы любим хулиганов, да? Или там, чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей, как говорил Александр Сергеевич Пушкин, да? Но тут такое, мужчина очень сильно притягивает к себе и своей загадочностью, и своей интуитивностью, и волшебством каким-то, да? Он на самом деле какой-то волшебный кот. Ваш мужчина вот прям классный такой вот кошак. Майкун такой, прям скажем. Черный майкун. О, девочки, у нашей одной девочки, короче, с нашего эгрегора и нашей подписчицы. И, короче, у нее черный майкун. Он такой обалденный, просто смотришь на него и офигеваешь. Ну что, давайте еще посмотрим
Его чувство к тебе сейчас. Звезда. Пентакли. Короче, девочки, смотрите, такую вещь. Я не помню, какого года фильм, но есть один такой фильм «Вор» называется, да, про времена, там, послевоенные, да, послевоенные времена, «Вор». Так вот, девочки, тут идет еще кот, который видит рыбку, и он ее ворует. И фишка в том, что и вот если вы с каких-то восточных стран, да, это мужчина, который будет воровать свою невесту. Это может быть цыган, это может быть кто-то из восточных кровей, да, тут оно читается. Либо это мужчина, который, или вот с полукровка, то есть у него есть это вот что-то такое в голове, да. Он тот, который... Песня еще таких есть. Увижу, типа, помните, еще там «Мстители» такой был старинный фильм, и там была песня Яшки Цыгана, да. Увижу, типа, красивую девчонку, выкраду вместе с забором. Девочки, сори, это у меня там будильник сработал. В общем, выкраду вместе с забором. И о чем это? О том, что вот у него такое вот что-то есть, да, вот такое что-то такое воровское, что-то такое фраерское, скажем так, в вашем вот этом черном коте Майкуне, которого вы сюда загадали, мои дорогие. Насчет вас какие планы есть? Планы есть. 17-й старший аркан звезда. Либо это такой кот, который напускает вам пыли в глаза, причем очень конкретно. Ну, вы влюбитесь, но в результате смотрите, во что вы влюбитесь. Возможно, вы влюбляетесь в ту картинку, которую он создает именно для вас. Да? Этот актер, который видит, что вы хотите увидеть любовную дораму, или там какой-то сюжет из Шекспира, и он будет играть сюжет из Шекспира, либо какую-то японскую дораму именно для вас. Именно для вас. Ни для кого он сыграет ее ослепительно красиво, что вы просто сползете вниз, вообще вся мокрая. Понимаете? Вот такой вот. Либо это хулиган такой, с которым, как всегда, могут не получаться у вас отношения. То вы вместе, то раздельно. То вместе, то раздельно. Никогда можете не сходиться. То расходитесь, то сходитесь. Бытовуха тут отсутствует от слова совсем у этого мужчины. Возможно, вот он такой, знаете, вот если уже к чему-то статическому, типичному привязываться, например, в астрологии, это какой-нибудь водолей, может быть, да. Это, девочки, водолей непонятный какой-то, может быть, скорпиончик. Но тоже не все скорпионы могут здесь быть мужчины, да. Это могут быть близнецы, раки могут быть, львы могут быть, да, рыбки. Вот многие знаки зодиака мужчин, где присутствует такая вот флёр тайны, искушение, вот чего-то такого интересного. Оттуда, от этого мужчины, знаете, идет такое вот желание получить кайф какой-то. Вы знаете, вот если вы с ним только недавно знакомы, да, у вас может прям поджилки трястись, коленки от какого-то такого предвкушения, да, какой-то вот этой вот нераскрытой тайны. Этот мужчина умеет это создавать просто идеально, да, вот эти картинки какие-то. Ну, давайте еще посмотрим, что он чувствует к себе сейчас. Суд, тройка, солнце, паж жезлов, императрица. Он, девочки, сразу говорю вам, не совсем тот, за кого он себя выдает. То есть тут идет игра. Повторюсь, да, какая-то актерская игра в вашу сторону, для того, чтобы у вас тряслись поджилки и шли мурашки по коже, понимаете, от него. И он знает, для чего он это делает. И это как игра, понимаете? Не игра именно с вами, чтобы там поиграться с вами и бросить, а сколько вот это часть его крови, понимаете? Часть какая-то такая и пугающая, и интересная, да? Что-то такое, блин, тут, конечно, такой вот заманчивый, понимаете, томный, что-то такое загадочное
и томное, от чего мурашки по коже идут, да, вот как просто от кота. Вот тут просто я вам описываю черного кота, и вы видите обалденного черного кота, и какие чувства вы к нему испытываете. То же самое, девочки. И он знает, что он своими лапами, как говорится, и хвостиком создает такое вот впечатление о себе. Потому вы здесь его и загадали. Но, девочки, смотрите, 17-й аркан, звезда, суд, потом пошло солнце, паж жезлов и императрица. Это мужчина, который создан для наслаждения и, возможно, кратковременного, да. То есть это будет хороший гостевой брак, это будет хороший любовник, с которым периодически видится прикольно, да. Это будет хороший мужчина для встреч, да, для каких-то таких вот интересных походов куда-то, каких-то краткосрочных или еще каких-нибудь путешествий. Его не надо узнавать до конца, этого мужчину, потому что, узнав его до конца, это то же самое, что вот он на сцене сыграл офигительно Евгения Онегина, и вы думаете, о, какой классный Евгений Онегин, а ну-ка я посмотрю, кто это, а это Гарик Харламов. И мы начинаем смотреть, он в разводе с одной, он в разводе с другой, тут его бросили, тут он бросил, короче, родился такого-то, такого-то, по гороскопу такой-то, такой-то. То есть вот это Евгений Онегин и Гарик Харламов, да, оно будет вводить в вас какой-то диссонанс. И для максимального кайфа тут желательно не доедать до конца это блюдо, да, или не раскрывать все карты. Вот это мужчина, который создает сказку, когда он с вами в таких вот сказочных каких-то отношениях, да, но когда вы будете спускаться с ним до быта, вы увидите, девочки, что вы императрица, а он паж жезлов. Вы императрица со старших арканов, а он паж. Паж служит королевам, а вы императрица. Я напомню, у вас 4 пажа. Понимаете? Вот такие дела, мои дорогие девочки. Так что вот насчет его чувств к тебе, они есть. Но он эти чувства выражает как на сцене, как Татьяне Евгений Онегин. Понимаете? Но чем больше вы будете копаться в нем, тем больше он будет для вас пресным. Если вы хотите вкусненького, солененького, копчененького, да, и с хорошей прожарки, то дайте ему вот эту возможность играть для вас эти роли. Понимаете? Не ходите в гримерку, девочки. Вот это и такой интересный кот, который, конечно же, думает о вас. И он хочет сыграть для вас лучшую свою игру на своей сцене. Все, любимки мои, люблю вас, целую, обнимаю. Пока-пока. Шепчет мне, тени пляшут в луне.